Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых важных тем, да, в эзотерике. Что такое уровень развития, насколько это важно для человека и для его судьбы. Да, соответственно, что такое уровень, как эти уровни можно определять и на физическом уровне, и с точки зрения эзотерики в тонком мире. Да, и в конечном итоге, как это применять в жизни. Итак, по уровням развития. Если взять на уровне физическом или на уровне личностного роста, то это что? Это какие задачи человек способен решать. Соответственно, чем более сложную задачу он способен решать, тем большего успеха он способен достичь. На первом уровне человек работает руками, доходы сами знаете какие. На втором уровне он или специалист, скажем, программист, или бизнесмен, менеджер. Если взять индуизм, первый уровень – это шудры, слуги. Второй уровень – ващью, да, это торговцы. Третий уровень – кшатрии, воины. Четвертый уровень – люди знаний, брахманы, кшатрии. Это воины, бесстрашные люди. На четвертой брахманы, люди знания и далее более высокие уровни. Значит, что это такое, что это дает и вообще как это работает. Да? То есть если мы говорим об эзотерике, значит все мы принимаем, что человек – это бессмертная душа. В основе души лежат чакры или центры сознания. И фактически здесь какая интересная взаимосвязь. Что такое первый уровень? Это люди, у которых включилась и активно работает первая нижняя чакра, муладхара. И она дает им соответствующее стремление. Давай-ка двигай собой, иди работай. Да, когда человек нарабатывает активность, он готов действовать, да, физически, столько, сколько нужно, он решает задачи первого уровня. Да, когда вот эти вопросы более-менее закрыты, включается следующее стремление. Это вот программа, заложенная в сознании человека. Включается следующее стремление. Второй уровень. Давай-ка бизнес изучать, заниматься более сложными вопросами, не только руками, а головой. Давай учимся зарабатывать и там, делать карьеру. Включается программа второго уровня. Когда она подходит к какому-то завершению, включается программа третьего уровня. То есть стремление к познанию эзотерики включается тогда, когда программа второго уровня близится к совершению, тогда активизируется третья чакра, да, манипура. Да, вот если у человека эти стремления проснулись, значит она проснулась. Она начинает человека звать вперед. Давай. Фактически, если брать программы учебные по эзотерике, в данном случае нашу программу, то откуда сама программа берется? Она вот отсюда и берется. То, что заложено изначально при создании души в человека, да, в его чакры. То есть в каждой чакре, да, там подробности прописаны, принципы, способности заложены. То есть фактически развитие – это движение человека по уровням. Реализация той программы, которая изначально при создании души заложена в его сознании, в конкретной чакре. Да? Следующий уровень, там, следующие принципы и так далее. Вот, каким решением желательно сегодня прийти? Понятно, что чем более ограниченное сознание, тем, ну, скажем, самый простой человек. У него нет планов на следующий день. У него нет масштабного мышления. Успешный человек, да, тот, который повыше, чем он отличается? Он способен заглянуть уже на более далекую перспективу. Да, то есть если человек как бы достаточно успешен, да, ну, не начального уровня, так повыше, он оценивает, сколько времени жизни у него есть, и вот за это время жизни, что я хочу успеть. Да, он эту перспективу оценивает. Да. Когда у человека есть вера, он понимает, прожил дальше или рай, или ад, ему хотелось бы, конечно, подальше, повыше, у него, да, немного дальше горизонт мышления. Если мы говорим об эзотерике или о масштабном мышлении, то здесь картинка выглядит по-другому. Для чего человек вообще множество раз
рождается на Земле? Для того, чтобы полностью пройти программу развития от самых первых ступеней, начала первого уровня, до окончания эволюции на Земле. То есть он рождается много раз, десятки, там, сотни раз рождается на Земле, пока не сдаст все зачеты, пока не пройдет всю программу обучения. Вот эту картинку желательно представить. Что значит вот, множество раз рождается, что самое важное? Фактически две ключевых задачи. Первое– это развитие или полное раскрытие своего потенциала, или вот те программы, которые заложены в нашем сознании, их нужно все понять и реализовать. Убеждения, качества, способности, там все остальное. Да, это потенциал раскрыть, пройти программу обучения, да, развития. И вторая задача– научиться создавать благо. Зачем Богу нужен бездельник, тунеядец и прочий такой, скажем, духовно неприятный человек? Да? Ему нужен человек сильный и эффективный. Да, если человек уходит в негатив, его душа в конечном итоге будет уничтожена. Зачем вредить своему Создателю? И если же человек переходит в позитивную сферу, становится созидателем, то первый зачет– это раскрытие потенциала, второй– применение этого потенциала. Научиться применять свои знания и способности во благо, творить добро. Да? И во всех сферах, и общаясь с людьми, желать благо, творить благо. Это самореализация в карьере, и в чистом виде, когда это деятельность для высших сил, да, в чистом виде. То есть во всех проявлениях творить добро. То есть основные задачи, самые важные для человека, вот чем он быстрее это поймет и примет, тем легче ему идти по жизни. Да? Вот понимание ключевых задач для него становится естественным. Это развитие и творить добро. Развитие при этом является ключом ко всем остальным целям. То есть чем человек сильнее, умнее, быстрее, лучше, тем проще он получает все существующие в этом мире блага. Итак, уровни развития– это способность решать более сложные задачи. Практически в нашем сознании за каждый уровень отвечает свой центр, своя чакра. Да, когда она включается, она дает соответствующие стремления. И самый лучший способ развития, когда человек решает именно задачи своего уровня. Да, то есть если он находится в начале третьего уровня, ему нужно пройти программу третьего уровня. Что такое программа третьего уровня? Научиться изменять свое сознание, избавиться от страхов, переживаний, страданий, все остальное. Сформировать необходимые позитивные свойства сознания, которые позволяют духовно расти, да, как личность расти, то есть быть бесстрашным, быть ответственным, сформировать самооценку, которая не оставляет места для страданий, а позволяет эффективно идти вперед, да, быть учеником, быть открытым, восприимчивым, эффективно, да, принимать информацию из окружающего мира и превращать ее в результат. Большинство людей закрыты к информации. Да, вот они вуз закончили, они не меняются в лучшую сторону. Да, все закрыто, я знаю, или другие программы, там все отскакивает как горох от стенки. Если бы человек правильно шел по жизни, он был бы заинтересован все проблемы убрать и все лучше реализовать. Вот задача развития в целом, в данном случае эзотерического развития, это вот это. Да? Убирать все, что мешает, ведет страдания, да, ограничивать человека, и формировать все, что дает ему благо для внутреннего мира и для судьбы. Итак, уровень развития– это способность решать все более сложные задачи. Первый уровень– зарплата ниже среднего, или средняя, второй, там, несколько раз повыше, третий, 5-7 раз повыше, четвертый. Можно становиться миллионером, пятый уровень. Глобальные вопросы. Можно становиться миллиардером. Да, уровни, которые ближе к окончанию эволюции на Земле. Это влияние на большие пространства. Да, это на уровне там, президентов или на уровне основателей религий, мессий. Да, человек ушел в мир иной, а то, что он запустил, да, процесс, он может работать там и 1000 лет. Да, там, христианство, или буддизм или другие направления. Да, вот фактически человек рождается на Земле для того, чтобы от первых ступеней шаг за шагом подниматься выше, выше, выше. И необходимо понять, что это есть его основное, первое, основное предназначение. Да, большинство людей там живут в состоянии уныния, депрессии, они не понимают, зачем они живут.
Они смотрят на этот мир, и им не всегда понятно, зачем просыпаться и дышать. Да? Если человек понимает логику вот этого процесса, да, тогда мир меняется. Да. Бог создал этот мир и каждого, заложил программу развития, а твоя задача понять, что Земля, ну, собственно, для людей и создана. Да, и создана для чего? Чтобы понимать, какие есть в этом мире там цели, задачи, ситуации, и как правильно достигать желаемого, необходимых целей, как правильно проходить различные ситуации. Да, это и есть задача, поставленная свыше. И вот эти задачи нужно эффективно решать. Поэтому уровень, с одной стороны, это программа развития, в чем ценность. Да, уровень – это единица измерения, где мы находимся, куда идти дальше, да, что мы уже прошли. Уровень, в том числе, это способность принимать правильные решения, да, потому что все, что выше уровня, там сильно выше, недостижимо. Да, постановка вот этих нереальных целей ведет к разочарованию. Все, что ниже, скучно. Да, вот все, что на уровне человека и слегка выше, оно достижимо, и это ведет к развитию. Это идеальный вариант. Да, любовь и дружба предпочитает равных и так далее. Вот уровень человека, развитие человека в тонком мире представлен, ну, не единичным, множеством различных показателей, да, и если у вас работают способности, и вы учитесь считать, да, что вокруг вас происходит, то, глядя на человека, собственно, с первого взгляда вы можете со временем научиться оценивать, на каком уровне он находится, и может ли он быть для вас равным, может ли он быть, в принципе, для вас наставником, да он умный, да умнее вас, стоит ли его слушать, да, или он ниже вас по уровню, вы можете быть наставником для него, но ни в коей мере нет смысла ориентироваться на его мнение с точки зрения, что он авторитет. Да. Поэтому уровень – это основа развития, первый главный показатель, первая основная характеристика человека – его погоны в тонком мире. И когда вы повышаете свой уровень, то в том числе растет вот отношение к вам окружающего мира, ну, как в обществе относятся к генералам там, или там, простым людям, да, к депутатам или к обычным людям. Вот когда растет общий уровень человека, то, соответственно, увеличиваются его возможности деятельности в тонком мире. Да, с какими силами человек может общаться, с какими просьбами может обращаться, какие возможности влияния на окружающий мир он получает. Поэтому уровень. Первое – это основная характеристика. Второе – это основа принятия решений. Третье, ну или первое, да, это рост по уровням, это предназначение человека. И в конечном итоге это одна из самых первых и самых важных задач развития. Как в эзотерике, так и в целом в личностном росте. Это право на успех, как в мире физическом, так и в мире тонком. Поэтому всем хотелось бы пожелать, да, правильно определять в конечном итоге свой уровень и выбирать правильные цели. Ну и стремиться, конечно, в этом воплощении, да, по своей жизни как можно выше подняться по тому пути, который предназначен свыше. Всем спасибо, успехов!